Всем привет и добро пожаловать обратно на канал. Если вы здесь впервые, меня зовут Наташа, я из Австралии и, представляете, уже 9 месяцев живу в Москве. Я не русская, но очевидно, что я учу русский, открываю для себя новое и делюсь этим с вами, да? Жизнь за границей – это как будто почти каждый день я открываю что-то новое для себя. Культура, традиции и даже маленькие детали, которые открываешь заново, открывает заново, вот. Но иногда есть вещи, которые я никак не могу привыкнуть. Сегодня я поделюсь несколькими такими привычками и признаюсь, что одна из них мне совсем не нравится. Предупреждаю. А другую я делала всю жизнь в Австралии, не зная, что это по-русски. Что, поехали? Первое, что меня по-настоящему шокировало в России, в Москве. Обычно я не люблю говорить о недостатках страны, в которой я живу, а более того, которую я люблю. Но ради этого, друзья, сегодня я сделаю особое исключение. Есть одна привычка, которая я никак не могу привыкнуть. Это привычка плеваться. Для меня это всегда выглядит без обеда, невоспитанно. Особенно если это происходит прямо рядом со мной. Далеко от меня уже ужасно. Но когда человек делает это вот буквально возле меня, это еще хуже. Даже звук для меня не чистота. Я понимаю, что так делают не все. Но в России я заметила, что это встречается довольно часто. И это часть повседневности здесь. И многие делают это совершенно свободно. Это буквально повсюду. Идете по улице, и это сразу бросается в глаза. Я не хочу обидеть никому, но для меня это был настоящий шок, если честно. Если вы не заметили, мне не нравится это. Я считаю, что плевать на улице – это настоящая дикость. В Австралии я никогда не видела это. И, конечно, в Австралии у нас тоже есть хватит плохих манер. И, кстати, о них мы поговорим в следующем пункте. Но вот к этому я никак не могу и не хочу привыкнуть. Может, вы мне объясните, пожалуйста, почему люди так делают и почему так часто? Это считается нормальным? Или вы согласны со мной, что это ужасно? Или что? Может быть, вы этого даже не замечаете, а я просто слишком чувствительная? Не знаю. Я, конечно, не выросла здесь, поэтому иногда я не понимаю, это нормально или нет. В любом случае, это был один из моих первых шоков в России. И я подумала, то, что для меня шокирует, и я считаю, что это дикость, да, для других, наверное, может быть совсем нормальным. Давайте посмотрим с другой стороны. И, как я сказала, в Австралии есть привычки, которые я сама считаю ужаснее. И если я говорю грубо, простите, пожалуйста, это не мой родной язык, поэтому иногда я говорю прямо. Есть привычки, которые для австралийцев это просто часть обычной жизни. И это приводит к следующему пункту. Второй момент, и то, что я здесь обожаю, по-настоящему обожаю, это привычка, которая у меня была еще в Австралии уже много лет, и я горжусь об этом. Когда возвращаетесь домой, вам нужно сразу
переодеться в домашнюю одежду и снять обувь. И в России абсолютно невозможно ходить по квартире в обуви. Невозможно даже просто сидеть дома, например, в спортивной форме из спортзала. Представляете? А вот в Австралии это наоборот. Считается вполне нормальным. Более того, австралийцы спокойно ходят по дому в обуви и в одежде с улицы. Вот, для меня это просто ужасно. Всю мою жизнь, как только я захожу в квартиру, сразу снимаю обувь, мою руки и переодеваюсь. Это мой закон, это как я живу. И за 3 минуты я превращаюсь из приличного человека в настоящего бомжа. Честно, никакого шанса, что я буду сидеть дома в одежде с улицы. Нет. Неудивительно, что эта привычка мне близка. И оказалось, что я всю жизнь была русской. Дальше. Последний пункт на сегодня. Деньги на кассе. Я заметила, что здесь сдачу никогда не дают в руки. Настолько, что даже стоят специальные лотки, куда кладут, это куда мы кладем деньги и чеки. В руки никогда. И для меня это очень необычно. Потому что в Австралии считается невежливо положить деньги на стойку, а не в руки кассиру. А здесь, в России, это совершенно наоборот. Почему так? Я сама не понимаю. Я живу здесь пока недостаточно долго, чтобы понять, почему так. Это из-за микробов или, деньги все равно грязнее. То есть, может быть, это примета какая-то, что если мы кладем деньги в руки, то это несчастливый, это считается неуважением. Я правда не понимаю. А в Австралии единственный вариант передать деньги именно в руки. Некоторые кассиры могут даже обидеться, если положить их деньги не в руки. Итак, это привычки и правила, которые в России считаются нормой, а у меня до сих пор вызывает удивление, кроме домашней одежды. Вот. Россия продолжает меня удивлять, и именно за это я люблю мою жизнь здесь. Странно это говорить, но YouTube стал моей работой. На создание видео уходит много времени и сил, и я хочу отдельно поблагодарить донатов за прошлую неделю. Дед, как всегда, Эрика и Tube Dimi. Огромное спасибо за вашу поддержку. Для меня это правда очень важно. Спасибо. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь. Я выкладываю видео часто. Почему нет? Это круто здесь. Быть со мной. Сейчас не шучу, но это помогает мне понять, что вам интересен такой контент, и я могу создать больше такого контента для вас. И расскажите мне, пожалуйста, о чем вы бы хотели, чтобы я обсудила в следующий раз. Напишите в комментариях, пожалуйста. Оставайтесь на связи, ссылку в описании. И если вы хотите учить английский, то напишите мне. Я преподаю английский, и я буду рада помогать вам. Спасибо большое и до следующего раза. Пока!